следующем эпизоде сериала «Розы и грехи» Серхат и Зейнеп чудом избегут вооруженной атаки и выйдут из ситуации без физических повреждений. Однако пережитое станет для них не облегчением, а началом новых тревожных вопросов. Они окажутся в положении, где опасность уже не имеет четкого лица, и главный вопрос будет звучать так: кто стоит за всем происходящим на самом деле? Первоначально подозрения падут на Тибета, однако довольно быстро станет ясно, что он — лишь часть более сложной и темной схемы. Истинная угроза окажется связанной с фигурой, имя которой пока не произносится вслух, с отцом Кадера. Его присутствие не будет прямым, но ощущение его влияния станет все сильнее. Это будет человек, способный менять судьбы, не появляясь на сцене, управлять событиями одним словом и держать в страхе всех вокруг. Пелин сыграет ключевую роль в сближении этой тени с остальными персонажами. Используя Джана как инструмент, она постепенно приблизится к Серхату и его семье. Между Пелин и Джаном начнет зарождаться чувство, но Джан так и не осознает, что его используют. Для Пелин же это станет способом влиять на происходящее и контролировать окружающих. Именно через нее Берак получит возможность установить косвенную связь с отцом Кадера, передавая ему все то, что годами копилось внутри, мысли, страхи и слова, которые она никогда не смогла бы произнести напрямую. Появление отца Кадера в истории будет развиваться постепенно, не как резкий поворот, а как медленно надвигающаяся тень. Его фигура станет настолько внушающей страх, что окружающие будут избегать даже упоминания его имени. Все, включая Тибета, будут действовать крайне осторожно, прекрасно зная, этот человек известен не только своей властью, но и абсолютной беспощадностью. Он давно утратил понятие сострадания и способен разрушить все ради собственной выгоды. Параллельно возникнет серьезное предположение: существует вероятность, что именно он является биологическим отцом Джихана. Если это подтвердится, многое станет понятным, и жестокость, и внутреннюю пустоту Джихана можно будет объяснить его происхождением. Для Берак этот период станет настоящим испытанием. Давление на нее будет нарастать, угрозы станут более явными и опасными. Она окажется загнанной в угол женщиной, вынужденной принимать решения, против которых сопротивляется душой. Самым тяжелым шагом станет ее согласие на брак с Тибетом. Отец Кадера не только не воспрепятствует этому союзу, но своим молчанием фактически даст ему одобрение. Это станет зеленым светом для Тибета, который годами стремился к этой цели. Процесс будет развиваться хладнокровно и поэтапно: покупка акций отеля Берак, назначение даты свадьбы, внешняя демонстрация силы и контроля. Однако за этим фасадом будет скрываться отчаяние. Принятие брака не станет капитуляцией, но превратится в тяжелое бремя, истощающее Берак день за днем. Требования Тибета будут только расти, а ее привычный образ сильной и холодной женщины начнет рушиться, обнажая усталость, страх и боль. На фоне всего этого разразится серьезный кризис, связанный с Кадер. Поскольку ее усыновление еще не завершено, и она находится под социальной защитой, ее внезапное исчезновение привлечет внимание соответствующих служб. Серхата и Зейнеп вызовут для объяснений. Они будут отрицать происходящее и пытаться сохранять спокойствие, но правда неизбежно выйдет наружу. С этого момента каждый их шаг станет опасным, малейшая ошибка может разрушить все. Илким, несмотря на внешнюю строгость и отстраненность, начнет проявлять куда более защитное отношение к Кадер. Исчезновение сестры пробудит в ней глубокий страх. Хотя сейчас она живет с матерью, Илким примет решение вернуться к отцу. Причиной станет не только желание стабильности, но и напряжение между Тибетом и Берак, а также предстоящий брак, который она категорически не примет. Чувствуя себя ненужной и отодвинутой на второй план, она будет искать безопасность там, где, как ей кажется, ее еще ждут. Однако испытания для Илким на этом не закончатся. В школе она столкнется с ситуацией, угрожающей жизни. Старые травмы напомнят о себе во время попытки выиграть приз в бассейне. Потеря контроля станет неизбежной, и последствия этого события окажутся тяжелыми и болезненными.